Нет никаких сомнений в том, что Калифорнийский национальный парк Долина Смерти – необычное место. Он расположен в пустыне Мохаве, это самое засушливое место в Северной Америке. В этом таинственном и безлюдном уголке Калифорнийской пустыни, камни движутся сами по себе. Это таинственное место находится на 86 метрах, ниже уровня моря. Оно также отличается тем, что является самым низким местом, над уровнем моря, на континенте. Также, это самое жаркое место на Земле с температурами, достигающими рекордно высокого уровня в 56,7 градусов, в зоне парка Фернис-Крик. Хотя все эти особенности, безусловно, необычны, в Долине Смерти есть еще одна странность, которая делает ее одним из самых необычных мест в мире. Это место, где камни движутся сами по себе. Можно возразить, что есть множество мест, где камни перемещаются без вмешательства человека или животных. Во время схода лавины, с крутых склонов, могут упасть тонны грязи, почвы и камней. А во время землетрясения, даже большие валуны могут подпрыгивать и перемещаться. Однако в Долине Смерти, эти камни скользят по почти плоскому, сухому дну озера, оставляя длинные гладкие дорожки. Никаких лавин или землетрясений, двигаются не только мелкие камешки. Некоторые из движущихся камней, по оценкам ученых, весят до 320 килограммов. Еще более странно то, что некоторые камни, кажется, движутся по длинным прямым линиям, а затем внезапно меняют направление. Другие выглядят так, как будто они выбрали плавно изогнутый путь. Некоторые дорожки, проложенные камнями, имеют длину около 2 метров, а другие – сотни метров. Дно этого озера изолировано и редко посещается людьми. Никто и никогда не был там в нужное время, чтобы увидеть движущийся камень. Из-за этого, на протяжении многих лет, был разработан ряд странных теорий о том, что может быть за этим явлением. Некоторые из идей включают магнетизм, загадочное энергетическое поле и даже шутников. Некоторые из наиболее экстремальных решений связаны с летающими тарелками и пришельцами. Это странное явление было впервые задокументировано в 1915 году. Исследователь Джозеф Круг из Фалона посетил этот район. Круг заметил, что некоторые из камней, лежащих на дне озера, были в конце длинных следов, создавая впечатление, что они, должно быть, сдвинулись, соскребая чуть меньше 2-3 сантиметров почвы, двигаясь в своем направлении. В 1948 году, два геолога, Джим МакАлистер и Ален Агню, опубликовали первый научный отчет об этом явлении в бюллетене Геологического общества Америки. Геологи подозревали, что причиной странных движений может быть сильный ветер и влажная, скользкая грязь на дне озера. Они также подумали, что если эффект был вызван условиями на дне долины, они могли бы найти камни, которые делают то же самое в других местах. Подобное явление было обнаружено в маленькой Бонни-Клэр-Плая в графстве Най, штат Невада, а затем и в Большом Невольничьем озере в северо-западной территории Канады. В 1972 году исследователи Боб Шарп и Дуайт Керри отправились в долину и отобрали для своего теста 30 камней, которые выглядели так, как будто они перемещались в недавнем прошлом. Они дали каждому из камней имена и поставили рядом с ними колья, чтобы отметить их текущее местоположение. Затем они выбрали несколько особых камней и создали вокруг них загон, используя металлические колья из арматуры. Идея заключалась в том, что если большой ледяной покров на озере влиял на перемещение камней, они будут заблокированы кольями загона. Результаты экспериментов указывали на то, что если речь идет о ледяном факторе, то это всего лишь небольшая ледяная корочка вокруг самого камня, а не большое обледенение. Еще одним результатом 7-летнего исследования было наблюдение, что ни один из камней летом не двигался, только зимой. В ходе исследования 28 из 30 камней, первоначально выбранных для наблюдения, переместились. Самый маленький камень, по имени Нэнси, всего до 10 сантиметров в диаметре, прошел самое большое расстояние, 260 метров. Самый большой камень для перемещения весил около 36 килограммов. Один из самых тяжелых камней, Карен, который, по оценкам, весил 318 килограммов, вообще не двигался. Однако по окончании испытательного периода, Карен исчез. Этот камень был повторно найден геологом Сан-Хосе Паулой Мессиной в 1996 году, примерно в километре от его последнего известного местоположения.
В 1995 году другой ученый, профессор Джон Рид, и несколько его учеников, отправились на территорию Плая, чтобы исследовать эту тайну. Они обнаружили доказательства того, что, несмотря на исследования, проведенные в 70-х годах, по крайней мере, некоторые из камней двигались, несмотря на снежный покров. Свои выводы ученые основывали на следах, обнаруженных на Земле после зимы 1992-1993 годов. И еще есть подтверждение, что камни могут перемещаться индивидуально. В 2011 году исследование показало, что высохшее дно озера может затопить водой, а затем вода замерзает. По мере таяния воды, лед может зацепляться за камни, плавно перемещая их, как маленькие айсберги. Частично плавая в воде со льдом, чтобы уменьшить трение, сильный порыв ветра может сдвинуть даже очень тяжелый камень. Когда камень находится в движении, энергия, необходимая ему для продолжения движения, составляет лишь половину того, что необходимо для начала движения. Поэтому камни могут продолжать движение на довольно большое расстояние, даже если порыв ветра стихнет. В 2006 году Ральф Лоренц, ученый НАСА, разработал настольный эксперимент, который, казалось, подтвердил идею о ледяных плотах, айсбергах, плавающих и перемещающих камни. Сначала его привлекла загадка парусного камня, потому что он интересовался метеорологическими условиями на спутнике Сатурна Титане, и территория Плая, казалось, имела некоторые, очень похожие характеристики. Лоренц поместил камень в контейнер, а затем наполнил контейнер водой, пока камень не был почти полностью скрыт. Затем он заморозил его и дал немного оттаять, пока не остался лишь небольшой кусок льда с застрявшим в нем камнем. Далее, он положил камень с ледяным плотом в поддон с водой и песком на дне. Лед с камнем плавал так, что лишь слегка касался дна. Тогда Лоренц подул на камень, и он легко переместился по песку, оставляя за собой след. Ученые хотят подтвердить движение камней с помощью недорогих покадровых цифровых фотоаппаратов, но пока сложно поймать камни на месте. Считается, что отдельный камень может не двигаться годами, а когда это происходит, движение может длиться всего около 10 секунд. Таким образом, хотя кажется, что существует логический механизм движения камней, на самом деле никто никогда не видел, чтобы это происходило. Поэтому ученые не могут опровергнуть другие гипотезы, такие как камни, живые организмы, метаболизм в 1000 раз медленнее, чем у животных и растений, или изменение уровня наклона почвы и так далее. Но самое простое объяснение, предполагают некоторые исследователи, это происки внеземных цивилизаций.